В старинном особняке на окраине Сиэтла царила необычная тишина, такая густая, что казалось, стены сами поглощают звук. За окнами тихо падал дождь, а в камине лениво потрескивали дрова. Миллионер Эдвард Сент-Джеймс сидел в кабинете, строгий мужчина около 40 лет, привыкший управлять людьми и цифрами, но совершенно растерянный перед молчанием своего сына. Джулиан был единственным ребенком Эдварда. 7-летний хрупкий мальчик с серебристыми ресницами и глазами цвета зимнего неба, которые никогда не видели свет. После смерти жены Элис в автокатастрофе 3 года назад Джулиан словно заперся в собственном мире. Он не плакал, не смеялся и не искал общения с отцом. Эдвард, не справляясь с горем, погрузился в работу, и дом, когда-то полный голосов, превратился в музей тишины. Через годы здесь сменилось множество нянь, все образованные и доброжелательные, но ни одна не смогла найти путь к сердцу Джулиана. Он избегал прикосновений, вздрагивал от громких звуков и яркого света. Последней, оставшейся в доме домоправительницей, была пожилая Марджери. Она объяснила Эдварду, что мальчику просто нужно время, но мужчина сомневался: без близости время не лечит. Однажды в дом пришла новая воспитательница, Грейс Харпер, 29 лет, специалист по детям с травмами. Она вошла в особняк спокойно, без страха и восхищения, просто готовая быть рядом с Джулианом. Он сидел у окна с игрушечной машинкой, не реагируя на ее присутствие. Грейс достала деревянного слоника, и мальчик впервые за долгое время осторожно дотронулся до него, шепнув слово, едва слышное и полное удивления. С этого дня Грейс приходила каждый день. Она учила Джулиана слышать мир другими чувствами, замечать звук воды, скрип половиц и шелест ветра. Прошла неделя, и впервые за годы в доме раздался детский смех. Джулиан стал спокойнее, начал есть сам и медленно открывался миру. Однажды она заметила, что мальчик различает свет и цвет. Он видел мир больше, чем все думали. Джулиан скрывал это, боясь реакции отца. Грейс поняла: мальчик связывает зрение с потерей матери и боится открыться. С ее помощью Эдвард впервые заметил, что сын видит. Вскоре Грейс устроила простую игру с цветными предметами, и Джулиан правильно назвал их цвета. Эдвард был потрясен. Он осознал, что слишком долго отрицал очевидное, что его ребенок способен видеть мир и доверять ему снова. С помощью специалистов Джулиану сделали операцию, и через несколько недель мальчик впервые смог различать лица и предметы. Он с восторгом заметил небо и его синий цвет. Дом, долго погруженный в тьму, снова наполнился светом, смехом и жизнью. Эдвард понял, что настоящие чудеса случаются там, где есть доверие и любовь, а Грейс стала хранительницей этого света. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, напишите в комментариях, откуда вы смотрите это видео. А если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.